Добрый день, дорогие друзья. У нас полгода не было в эфире, и снова мы возвращаемся. Это Идил Шоу. Меня зовут по-прежнему Антон Чехов. И мы возвращаемся, постараемся вернуться в том же формате, чтобы это было также максимально интересно и полезно. И сегодня я пригласил своего очень хорошего партнера, друга, можно сказать, и человека, который специализируется в Amazon бизнесе. Напомню, у нас сегодня тема очень интересная, и это PPC на аутсорс, о которой я сейчас немножко чуть-чуть позже скажу. Но сегодня у нас Гена Харченко, сейчас я его выведу на экран. Гена, привет. Привет, Антон, спасибо за приглашение, приветствую зрителей, рад снова у тебя оказаться в студии. Да, мы с тобой виделись, по-моему, год назад, если даже не больше, и у нас первый эфир был про что делать, если фотки говно, и мы разбирали фотографии, как их правильно делать под листинг, и я знаю, что у тебя очень большая в этом компетенция, вот. Но сегодня мы все-таки будем говорить про твое основное направление бизнеса, и это PPC, и прежде чем мы начнем, у нас уже подключаются люди из разных сообществ, я хочу сказать, что вот мы сейчас с Геной обсудили, если у вас есть какие-то интересные вопросы, то вы можете написать их в любом месте, где вы нас видите. Пишите здесь в комментариях. И за самый интересный вопрос, который вы напишите, в конце этого выпуска мы разыграем бесплатную консультацию с Геной. И Гена расскажет вам, ответит на все ваши вопросы, наверное, и по PPC, и не только, потому что компетенций, как я сказал, уже у Гены достаточно много. Если вы посмотрите, вот здесь есть внизу еще бегущая строка, там есть профиль, как связаться с Геной в Телеграме, как связаться со мной в Телеграме, по всем тем вопросам, которые мы будем сегодня говорить, и не только, пожалуйста, связывайтесь, мы будем всегда рады вам помочь. А сегодня... Собственно, мы будем говорить про PPC на аутсорс, и это на самом деле очень важная история, потому что когда мы вообще задаемся, ну, то есть это лет 5 или 7, наверное, назад можно было все делать самому, и картинки рисовать, и PPC заниматься, и листинги настраивать, но сейчас это, мне кажется, совершенно невозможно, и в нормальных в листингах, то есть в нормальных компаниях заводят себе не только много сотрудников, но и отдают много на аутсорс. Гена, я же правильно говорю, да? То есть PPC уже, наверное... конечно. Произошло очень много изменений, которые, по сути, сделали невозможным самостоятельным ведение рекламы, и не только рекламы. Дизайн уже давным-давно, это то, что первым шагнуло на аутсорс и требует профессионального уже использования точно так же реклам, так как с последней нашей встречи произошли большие изменения. Если мы помним, что Amazon поставил вне закона умные ссылки с зашитыми ключевыми словами, также запретили раздачи через сервисы по типу Rebate Key, и поэтому вклад рекламы в продажи стал намного больше, чем раньше. Плюс цена рекламы повысилась за счет того, что все деньги, которые уходили раньше в раздачи, они пришли на рынок рекламы. И Amazon это понял, и благодаря этому шагу они очень сильно подняли свою прибыль с рекламы. То есть ни для кого не секрет, что с маркетплейса Amazon не зарабатывает. Они не зарабатывают ни на комиссии, ни на отправке, ни на хранении. Для них до сих пор этот бизнес был убыточный, и они зарабатывали на серверах, на AWS серверах, и это поддерживало маркетплейс Amazon
в рабочем состоянии. После того, как произвели они последние изменения в рекламе, то прибыль от рекламы настолько прыгнула вверх, что в четвертом квартале прошлого года Amazon по доходам от рекламы превзошел YouTube. То есть денег пылилось множество, и они никогда от этих денег больше не откажутся, и реклама будет дорогой, сложной в обслуживании и достаточно недоступной для среднего, особенно для нового продавца на Амазоне. Ну да, абсолютно с тобой согласен. Скажи, пожалуйста, а что из рекламы вот фактически отдается на аутсорс? То есть нажать на кнопочку «Запустить автоматическую рекламу», как бы любой человек может, и заходить туда раз в неделю тоже, в принципе, можно, не так много времени занимает. А что в вашем случае, ну, то есть, когда ты берешь на аутсорс, что можно как-то, может быть, разделить на или перечислить, да, что вот конкретно вы делаете, когда вы берете какую-то компанию или листинг просто один на аутсорс на PPC? Ну, есть два варианта сотрудничества. Первый – это только исключительно PPC. Второй – PPC плюс SEO, когда мы соединяем и услуги рекламы, и услуги органического продвижения. Тогда в комплексе прорабатываем листинг. Если же мы говорим просто о PPC, когда кажется, что достаточно запустить авторекламу и заходить раз в неделю, сейчас даже запустить, если автоматические кампании, мануальные кампании – и заходить несколько раз в день, все равно этого недостаточно, чтобы реклама работала прибыльно, потому что в таких условиях всегда будет убыток. То есть АКОС будет 200, 300, 500, 700%. Мы видели в клиентских аккаунтах даже АКОСы выше 1000. То есть это не редкость, и автоматическая реклама далеко не всегда будет работать самостоятельно. Плюс нужно понимать, что рекламу нужно настраивать не только автоматическую, не только мануальную, нужно использовать все типы рекламы. Кроме Sponsored Product обязательно нужно использовать Sponsored Display, Sponsored Brand, рекламу вне Amazon. И только когда мы соединим все эти типы рекламы, они вместе могут давать результат. Плюс каждую компанию надо более тонко настраивать, прорабатывать. То есть у нас, возьмем же тоже авторекламу. Автореклама состоит из 4 частей. У нас есть часть, которая отвечает за поисковый трафик. Это 2 типа соответствия: close match и loose match. То есть далекое, близкое соответствие. Условно говоря, прямо релевантные слова и слова, которые нерелевантны запросы нам. И при этом есть 2 таргетинга, которые не поисковые, направлены на рекламу на наших конкурентах. Это продакт-таргетинг, это сапсы, это наши прямые конкуренты, и комплименты, это дополнение, либо слабо релевантные товары к нашему товару продающимся. И получается у нас 4 типа соответствия, 2 из них совершенно разные. Запускать их вместе в одной компании крайне неправильно. То есть нужно хотя бы разделить close-loose и сабсы, комплименты как минимум, но правильно будет разделять их на все 4 типа соответствия, потому что требовать каких-то показателей или мест показа для компании, которая на релевантные ключевые слова, или для компании, которая показывается на товары с нами связанные, но нерелевантные нам, достаточно сложно. И статистика, и места показа, и CTR должны быть совершенно разными. Их по-разному нужно настраивать для показа в разных плейсментах, поэтому просто включив автокомпанию, мы просто отдаем деньги Амазону. Плюс недостаточно просто включить рекламу. Листинг должен содержать в себе именно релевантные ключевые слова, потому что именно по словам, входящим в наш листинг, Amazon понимает, какие слова close, какие loose, то есть какие релевантные, какие нерелевантные. И если мы в угоду тому, чтобы получить больше трафика, приведем на наш листинг, заполним его словами, которые находятся в смежных нишах, но имеют высокий поисковый трафик, мы таким образом снижаем конверсию, потому что посетителей будет много, продаж будет мало, и это приведет единственно к тому, что Amazon будет считать наш листинг неподходящим к продажам, к рекламе, так как низкая конверсия Амазону говорит о том, что товар не востребован, низкого качества, и мы теряем свои шансы вообще показывать рекламу. Поэтому важно подготовить листинг, важно подготовить фото, о чем мы говорили в прошлый раз. И без всего этого добиться и настроить рекламу тоже невозможно. Поэтому нужно начинать издалека, и поэтому часто мы соединяем и услуги по PPC с услугами SEO.
Скажи мне, пожалуйста, когда мы говорим про PPC, то есть я правильно понимаю, что когда к тебе приходит клиент и отдает тебе полностью вот это вот направление, то есть садится отдельный человек, и сколько часов в день он работает? То есть это с утра до вечера или это целая команда в разное время, они заходят, проверяют, что-то настраивают или поднастраивают? Или как это работает? Зависит от размера листинга. Если это крупный аккаунт с большим числом товара, это и 2-3 человека могут работать полный рабочий день над этим листингом. То есть они делят осины между собой и полностью с утра до вечера работают над одним аккаунтом. То есть не только один человек, это может быть и несколько человек, работающих над одним аккаунтом. Плюс мы Понятно. прорабатываем всегда. То есть у нас ежедневные созвоны в Zoom, мы разбираем итоги прошлого дня, итоги недели, накладываем это на прошлый месяц, на текущий месяц, и смотрим динамику и пытаемся ее исправить, улучшить в зависимости от ситуации. Мгм. Понятно. Что входит в ваш KPI? То есть как вы оцениваете, может быть, твоих сотрудников или как вы оцениваете в целом работу по настройке и ведению рекламной кампании? То есть когда условно, то есть я к тебе прихожу как новый клиент, я тебе даю там 2-3 листинга, 5, может быть, листингов или 1 листинг, и когда я могу понимать когда я могу понимать в том, что расходы на рекламу и на вашу работу мне будут окупаться, я буду продавать больше, буду выходить в прибыль, или когда может ли наступить такой момент, когда вы скажете, мы расписываемся в том, что мы с вами вам ничем помочь не можем. Вот есть такой какой-то баланс, да, то есть я надеюсь, Конечно, то есть цели ставит заказчик, потому что у каждого свои есть цели. Кто-то находится на начальном этапе, и важны продажи, и продажи могут быть любой ценой, ну, практически любой. Если мы хотим заместить собой продажи через рекламу, заместить ними раздачи, то мы понимаем, что в этом случае АКОС 70, 100 или 200 или 300, в зависимости от ситуации, себя оправдывает, потому что нам нужно показать, что товар продается, что он востребован. То есть одна цель может быть продажи, и тогда KPI – это как только мы продаем, но и задача, конечно, получать их максимально дешево, и должна быть динамика месяц к месяцу снижения расходов на продажи. Если аккаунт работает и работает достаточно хорошо, то, как правило, наша основная цель – это растить продажи, при этом понижать АКОС. То есть мы берем аккаунт, который часто находится в АКОСе неокупаемом, то есть реклама работает в убыток, но дает огромное число продаж. Нужно сократить АКОС, убрать все неработающие компании, но при этом продажи масштабировать. И самый лучший результат для нас, когда мы одновременно повышаем продажи, снижаем АКОС. Возможно, не всегда можно это сделать, и сначала либо продажи опять-таки растут, потом окупаемость компаний оптимизируется, либо наоборот, сначала, если есть достаточно большой объем статистики, то можно оптимизировать существующие расходы в аккаунте, а потом уже заниматься его масштабированием. Бывает вариант, когда нужны позиции по ключевым словам, и тогда реклама должна работать точно в связке со всей органикой, которая важна для клиента, отслеживать позиции в органике, потому что реклама имеет такую особенность, мы за свои деньги можем вложить денег в рекламу и убить свои органические позиции. То есть за 2-3 дня, если мы будем рекламой гнать нерелевантный трафик, то из десятки, то могут в сотню, в первую, во вторую даже позиции по органике улететь, если мы будем на рекламном трафике конвертировать намного хуже, чем ниша. И здесь, если мы говорим о позиционировании, то мы работаем на оптимизацию ключевых слов, на их конверсию. И мы работаем в первую очередь над конверсией. Иногда может быть, как правило, конверсия, окупаемость всегда совпадают, но может быть, что экономически это не окупается, но благодаря высокой конверсии получается рост органических продаж, и органические продажи компенсируют расходы на рекламу. Это если доля рекламы в органике, рекламы в продажах не больше, там, чем 30%. Если ситуация обратная 70-80% с рекламой, то здесь, конечно, в первую очередь надо бороться с окупаемостью рекламных кампаний. Ну, скажи, пожалуйста, вот все-таки возвращаясь к моему вопросу, есть ли у вас какой-то период, там, месяц, 2, 3, 4, на котором, то есть вот когда вам приходит новый клиент, вы говорите, дай нам
2, 3, 4 месяца, и мы тебе покажем тот результат, к которому которого ты хотел бы достичь, или к которому ты стремишься, или после этого мы как бы не будем работать, потому что мы не справляемся с этой задачей. То есть, вот 2-3 месяца, как правило, достаточно для любого аккаунта понять, сможем мы справиться с задачей, выполняем мы цели или нет. Но нужно понимать, что реклама – это всего лишь один из инструментов продаж на Амазоне, и реклама не делает товар лучше. То есть если товар не конвертирует, если у него плохие фотографии, если понятно, у него если нет товар отзывов, говно, то, конечно, реклама, да, идет. то очень сложно добиться цели с рекламой, но в любом случае, по крайней мере, бывают ситуации, даже когда мы не понимаем, почему не растет. То есть вроде бы мы видим и по уровню индексации, и по звездам, и по фото, и листинг должен работать. Бывает такая ситуация, что месяц, и мы не можем получить ни импрессионов, ни продаж. То есть Amazon установил какие-то свои флаги, и поддержка об этом не говорит. Никакие попытки запустить компании не работают, и мы не можем допустить, даже запустить показы. То есть сейчас нужно понимать, что реклама – это привилегия. И чтобы ее показывать, то нужно заслужить это место на первой странице рекламной, чтобы Amazon тебя показал. Угу. То есть это не то, что раньше мы просто включали Кроме того, что рекламу заплатил, и еще кратно и увеличивали продажи. То есть деньги сейчас ничего не значат. И я видел попытки запустить рекламу любой ценой. Это как раз вот были те примеры, когда АКОС был выше 1000. То есть добились продаж с рекламой, но когда на $100 приходилось, чтобы продать, потратить больше 1000 на рекламу. Ну, то есть, как ты сказал, деньги уже ничего не значат. То есть, кроме того, что нужно заплатить Амазону за рекламу, нужно еще и заслужить возможность заплатить Амазону за рекламу, да? Получается, Amazon, рекламная система Amazon работает не так, как Google и Facebook. Если для Google, для Facebook самоцель – это клик, за который они получают деньги, то для Amazon оплаты за клик мало. Мы обязательно должны продать с высокой конверсией, и Amazon должен получить деньги с продажи, комиссию свои 15%. Если мы товар держим на FBA, а чтобы продавать, мы его желательно там держать, если все держат, он должен получить с нас деньги за хранение, за упаковку, за отправку, если будет возврат, еще за возврат. Если у нас есть купон, он должен заработать на купоне за его использование. Еще мы должны включать дилсы, чтобы Amazon был счастлив, потому что мы платим за дилсы, а клиенты счастливы, что получают товар дешево. И цель рекламы для Амазона – получить все эти деньги с нас. И как бы стоимость рекламного клика на фоне всего остального очень мало значит. Потому что, к примеру, если ты новый продавец с конверсией, даже возьмем 10%, что хорошо для новичков, без звезд, а у меня бестселлер там с конверсией 40%, то Amazon даст мне 100 человек рекламного трафика, я продам 40 раз, а ты 10. И в твоем случае Amazon потеряет 300% упущенной прибыли, он увидит, потому что он не допродал 30 дополнительных продаж из-за того, что дал трафик. И это причина, почему трафик не идет к новым продавцам, к запущенным листингам. Амазону это не нужно. Этот клик для него ничего не стоит на фоне продаж с высокой конверсией. Я тебя перебью. А как тогда, как тогда запускать, если у тебя, ты очевидно не можешь конкурировать с бестселлерами, те, у кого конверсия 40%, а не 10%? Ну вот как раз раньше Rebate Key решал эту проблему очень легко, потому что когда мы выставляли на ребейт, у нас средняя конверсия была 80. То есть люди, когда с ребейта, большинство посетителей покупают, кроме тех, кто смотрит на Амазоне. К тому моменту, когда мы заканчивали раздачи и запускали рекламу, Amazon видел шикарную конверсию, и наша реклама крутилась очень хорошо. Сейчас Amazon решил, что деньги вместо сервисов раздач должны идти в рекламу, поэтому конкуренция, цена рекламы вырастает и постоянно растет. То есть мы видели, в 4 квартале была ситуация, когда каждые 10 дней цена за клик на 30-40% вырастала. То есть были чудовищные перед праздниками тогда скачки цены за рекламу. И, как мне кажется, переходил разумный порог окупаемости в этот период по рекламе. Было действительно сложно, чтобы увеличивать продажи, при этом сохранять их окупаемость. То есть очень важно готовить листинг. То есть в первую очередь графика. Графика должна быть шикарной, намного. То есть все должно быть лучше, чем у существующих аккаунтов. Мы все уже видели последние изменения в графике, как мы второстепенные картинки, кроме первой, если они раньше маленькими квадратиками, то сейчас они крупные, смотрибельные. И если эти все 7 фото или 6, если у нас видео, или 5, если 2 видео, если они низкого качества, то они будут влиять уже не только первое, но все будут влиять на конверсию. И я читал
Стивен Поп, один из самых больших американских агентств по рекламе на Amazon, у него больше 300 менеджеров работает с рекламой, они считают, что если первое фото не кликабельное, то Amazon уже может не включить рекламу. То есть если низкий CTR, если Amazon видит, что на первое фото в поисковой выдаче нажимают реже, чем на соседей пониже, уже это может понудить Amazon отключить возможность включать рекламу. То есть мы даже еще не начали продавать, у нас еще нет конверсии, а Amazon уже поставил крест на листинге. То есть первое фото должно быть сказочным. Ну и, конечно, к нему нужны звезды, чтобы на него нажимали тоже. Ну да, то есть и получается, что это Amazon становится все больше закрытым клубом для старичков, для тех, кто давно уже продает. Конечно, да. Если мы работаем с топовыми листингами, там, где больше 50, 100, 200 тысяч выручка в месяц, то реклама масштабируется, продажи мгновенно. Мы можем в течение первого месяца показать плюс 100%, например, или хотя бы плюс 30, плюс 50, там, в течение 3 месяцев будет плюс 100% прибыли, потому что такие листинги, Amazon знает, что годами товар привозится, никогда в аут не вылетают, никаких там сверхпроблем нету с товаром, то есть качество всегда достойное, люди довольны, и при этом можно на этого продавца полагаться. И вот такие продавцы даже запускают новый товар, у них и листинг хорошо работает, и реклама сразу работает. То есть очень много... аккаунта, да? Очень много вещей вручную перераспределяется, мне кажется, потому что на них правила эти не действуют для новичков. И если кто из нас работает как вендор или имел такой опыт, то мы видим, что как товар, будучи там 20-м, 30-м, 50-м месте, то становясь вендором, когда его начинает продавать Amazon, то он в первую тройку, пятерку моментально волшебным образом попадает почему-то. Как-то у него меняется индексация и оптимизация почему-то. Ну да. При отсутствии фото и описания нормальных. У нас тут есть один вопрос с ютубчика пришел. Кстати, да, подписывайтесь на наш YouTube. У нас был и прошлый YouTube аккаунт заблокирован, нас взломали, я об этом писал в своем Фейсбуке. Но мы сейчас восстановили лучшие видео, самые интересные загрузили на YouTube. Также у нас есть группа в Телеграме, и туда мы тоже начали загружать наши архивы. Но вот сейчас девушка с YouTube хочет задать вам вопрос. Берете ли вы на аутсорс новых продавцов с первым товаром? Рекламные кампании запущены меньше 3 недель назад. Или берете ли вы новый товар на PPC продвижение новый товар на PPC продвижение нового товара? Листинг проработал. Ну, как правило, стараемся не брать новые товары, если они нам не интересны в плане перспективы. Если мы видим, что это сотрудничество, которое может продолжаться год или два, или мы видим, что ниша действительно не конкурентная, и мы можем добиться там успеха, либо клиент готов сделать многое, чтобы выйти на первые места в этой нише, то в таком случае сотрудничество возможно, но рассчитывать на сказочные результаты, как обычно в наших кейсах с новым товаром, нужно понимать, что это путь на 4-6 месяцев. То есть быстрых результатов с помощью PPC ожидать здесь нельзя. Понятно. Ну, и я вам хочу сказать, Алена, если вы нас смотрите, у нас есть услуга анализа вашего листинга. Вы можете бесплатно ее заказать. Мы проанализируем ваши фотографии, текущие позиции, и тогда уже этот отчет можем передать Геннадию и вместе посидеть, подумать, что мы можем сделать, и сделать индивидуальное предложение специально для вас, подумать, как мы можем помочь вам и можем ли в текущей ситуации с вашими бюджетами, с вашим товаром. Как Гена сказал, неизвестно, мы не знаем, какая у вас ниша. И у меня, кстати, недавно в Фейсбуке я увидел объявление, такие объявления часто появляются. Продам свой Amazon бизнес, листинг сделан хорошо, товар на складе есть, нет времени этим заниматься, и вот это, так далее история. Знаешь, да, Ген, такие истории? Конечно, люди не понимают, что их товар – это мусор, от которого надо избавиться, и за хранение которого надо платить. Когда его пытаются продать, то это часто выглядит смешно, должны доплатить на самом деле. Я написал человеку, говорю, слушайте, давайте, мы сейчас тестируем новую услугу, абсолютно бесплатно все. Дайте мне ваш осин, и мы сделаем такой достаточно глубокий анализ вашего осина, посмотрим его позиции, в чем там ошибки, нужно ли что мы можем сделать, и предложим вам пошаговый план, как, собственно, улучшить или возродить ваши продажи. Он говорит, нет, и вот, был такой длинный диалог, и в конечном итоге я у него спросил, слушайте, вы скажите, какая у вас ниша-то, да, то есть вы вообще что продаете?
Он говорит, я запустил 3 месяца назад продажу в категории палатки, outdoors. Я говорю, вам никто не поможет в этой категории, потому что палатки продавать на Amazon, это, я не знаю, то есть это нужно, или у вас должен быть миллиард плюс свое производство этих палаток, либо вы вообще ничего не понимаете в Amazon, потому что заходить в эту нишу, типа в аутдор, и еще и с палатками, которые там стоят по $200-300, и то есть не пойми, с какими ресурсами, то есть это невозможно. Скажи, пожалуйста, с какими товарами вы не работаете? То есть наверняка есть такой список вот таких вот палатки, я уверен, палатки в аутдоре, я уверен, ты вряд ли возьмешь себе на PPC. Ну, у нас всегда есть анализ ниши, да, если мы видим, что это там ниша какой-то очередной сапплемент, где у всех давно по 10, 20 или 100 тысяч, даже такое встречаем звезд у конкурентов, то как бы нет смысла, и мы не беремся за такие аккаунты. Сапплементы в смысле на этапе анализа, то есть еще посмотрев листинг, мы не принимаем, да, товар. Ну, ты говоришь про БАДы, вот это вот вся Да. история, да? Но если разрывы нового товара, если звезды нового товара меньше, чем 5%, даже если 10% от бестселлера, то нет смысла даже начинать пробовать. То есть если у нас 10 звезд, а ниша ушла за 1000, то это бесполезно. Даже если у нас 100 звезд, а ниша ушла за 10 тысяч, то реклама здесь не поможет, и она всегда будет на этом этапе дорогой и не окупаться. А как же тогда, у тебя есть какой-то алгоритм, как вот продавать такие товары? Или нет? Ну, мы же не продаем, мы рекламируем. Я понимаю, но все равно у тебя же Да. компетенция есть, то есть ты... Ну, смотри, продавец выбирает товары, которые продавать, а мы выбираем товары, которые рекламировать, где мы можем дать лучший результат. И у меня тоже в курсе по PPC есть практические задачи, какой товар выбрать. И очень часто все курсанты бросаются на товары, которые дают большую выручку, которые могут даже быть в топ-3, в топ-4, а я им на примерах показываю, что развиться с помощью рекламы мы в этом товаре не можем, что он дошел до своего потолка, что конкуренты наступают на пятки, они забирают продажи, есть новый какой-то хайповый товар в нише, который стоит столько же, дает больше, и при этом 5 раз имея меньше отзывов, занимает такие же места в категории. Мы понимаем, что до топов, там до топ-3, у которых больше 20 тысяч звезд, у нас там несколько тысяч, мы их не догоним и не заберем у них продажи, а снизу идет молодежь, которая выедает наши продажи, и будет только хуже. Поэтому, чтобы показать результат, такой товар не годится. Какой-то товар более-менее запущенный, где можно изменить фото, сделать индексацию в нише, которая не проработана, можно увеличить и в 2, и в 3, и в 10 раз продажи. Поэтому тоже нужно правильно выбирать товары в работу, потому что ресурсы ограничены, это количество сотрудников, которые профессионально могут вести рекламу, не так много. И даже с помощью курса я не закрываю эту проблему, поэтому мы тщательно выбираем, кого рекламировать. Понятно. Хорошо. Мы иногда ошибаемся, конечно. Главное знать свои ошибки. Клиенты в нас, мы в них, то есть, это взаимное разочарование. Ну да. Ты хотел показать анализ, ты подготовил какую-то презентацию, да? Ты хочешь нам... Это не презентация, это как бы маленький секрет по работе с конкурентами, потому что нужно понимать, что во многих нишах сейчас цена за клик на ключевые слова очень высокая. И даже если у нас нормальная вменяемая конверсия там порядка 20%, мы понимаем, что 1 клик из 5 мы продаем, но если цена за клик приближается к $4-5, даже с конверсией 20%, реклама не будет окупаться, потому что слишком дорога цена за клик. И для этого часто недооценивают рекламу на наших конкурентов. Нужно помнить, что Amazon дает нам прекрасную возможность рекламироваться на наших конкурентах. И у меня есть один небольшой лайфхак для себя проработанный, то есть как понимать, конкурентов у нас много. То есть если мы открываем категорию, мы видим, что там 1000 товаров, как правило, расположены. Если мы все там 1000, 5000, 10 тысяч товаров прокрутим рекламу, то реклама выгодной все равно будет далеко не на всех. И запустив на всех общую рекламу на категорию, часто она не окупится, потому что слишком большие цифры. И важно на начальном этапе, когда продаж рекламных не очень много, чтобы их не разбавить неконверсионной рекламой, нужно выбирать правильных конкурентов, которые могут отдать нам рекламу. То есть я называю их листинги акцепторами и донорами. Сейчас я хотел бы поделиться экраном своим, показать. То есть возьмем пример шпионская камера.
Если мы видим, что бестселлер, мы понимаем, что бестселлеры, топовые продавцы, Amazon делает все, чтобы они продавали лучше других, и трафик на них оставался. У них, как правило, конверсия в 2 раза лучше, чем у других продавцов в нише, и они месяцами удерживают значок бестселлер. И как посмотреть, будет отдавать трафик этот продавец или нет? Вот мы посмотрим, у нас есть блок сравнение с похожими товарами. Вот наш бестселлер, у которого цена 38 и почти 16 тысяч звезд. И смотрим, с кем его Amazon сравнивает. Конкурент, у которого цена выше на $20 и звезд в 10 раз меньше, еще хуже оценка. То есть уже не хочется уходить, покупать вместо этого. Есть товар дешевле, но мы понимаем, что звезд можно для этой ниши нет совсем. 90 это как бы крайне мало и неубедительно, чтобы купить. И тоже такой листинг не способен забирать трафик. Есть листинг и дороже, и с плохой оценкой, и с малым числом звезд. Есть листинг немного дешевле, но звезд в разы меньше. И опять-таки дешевый листинг с оценкой хуже и с малым числом звезд, в 10 раз, в 15 меньше. И мы понимаем, что ни один из этих товаров, которые здесь не являются конкурентами. То есть Amazon таким образом намекает, что этот листинг является акцептором, что он принимает трафик, но Amazon заинтересован, чтобы трафик не уходил. Тут может быть конверсия 40-50%, и Amazon доволен, как этот листинг конвертирует в продажи. Amazon здесь показывает, что этот листинг вообще самый лучший, и, пожалуйста, Amazon не дает сравнения, даже не показывает, что есть кто-то лучше, да. И в таком случае пытаться запустить рекламу в каруселях, как мне кажется, достаточно плохо. Во-первых, нужно конкурировать будет с товаром, у которого бестселлер, у которого очень много звезд, но мы понимаем, что Amazon не заинтересован. И реклама, как мы видим, рекламируя на листингах Amazon, реклама перестает работать совершенно. У меня была ситуация, когда я запускал рекламу на своих конкурентов, на крупную международную компанию, было порядка 7-8 продавцов, они дороже, фирменный товар, но с них получал огромное количество продаж, потому что они были слишком дорогие. Когда Amazon стал продавать как товар от Amazon эту продукцию, то у меня с 30% АКОС подскочил моментально на 80%. И число продаж уменьшилось, пришлось просто рекламу выключить. То есть Amazon умеет так настроить рекламу, чтобы она не продавала. Поэтому здесь, кроме дороговизны рекламы, кроме того, что конкурент слишком сильный, мы столкнемся еще и с сопротивлением Амазона, который не хочет, чтобы с листинга уходил трафик, и реклама будет, как правило, слишком дорогой. Если же мы рассмотрим товар послабее, вот здесь, к примеру, у нас меньше 100 звезд всего, оценка достаточно слабая, 3,7, мы понимаем, что Amazon не заинтересован, скорее всего, в таком листинге, и посмотрим, с кем он сравнивает. То есть здесь тут же товар с такой же оценкой, с таким же числом звезд, но цена вместо 50 – 30. То есть у нас уже прекрасная возможность есть уйти. Есть хуже оценка, меньше число звезд, но опять-таки на $10 дешевле. Похожий товар по цене, звезд больше. Дешевле товар, тоже звезды примерно похожие. Есть товар немного дороже, но уже 1000 звезд, и даже он способен с такой плохой оценкой увести. То есть здесь видим, Amazon вообще не пытается удержать трафик, то есть он нам дает разные варианты, подороже, подешевле, с большим числом звезд, с меньшим числом звезд. То есть Amazon здесь не особо заинтересован, чтобы трафик удержался. Здесь примеры, конечно, очень крайние, 15 тысяч и меньше сотни, но в любом случае перед тем, как товар запустить в рекламу, нужно обязательно его проверять, насколько он отдает трафик. То есть такой листинг я называю донором, он способен к тому, чтобы отдавать трафик, и на нем можно фокусироваться, можно пробовать забирать продажи. То есть если мы будем выбирать, запускать рекламу в первую очередь на доноров, то на первом этапе реклама будет более результативна. Как бы такая подсказка. И обязательно, если мы запускаем рекламу здесь в каруселях, мы помним о том, что у нас есть спонсоры дисплей реклама, которая является отдельным типом рекламы, который доступен только для тех, кто работает, кто имеет бренд-регистры на Амазоне. И не каждый может запустить, но она очень эффективна, потому что карусели не все видят. Не обязательно долистать товар до конца. То есть она находится вверху, и многие люди уходят сразу отсюда, с первой страницы, они увидели цену,
неподходящие, увидели малое число звезд, плохую оценку, они уходят. Но дисплеи, как правило, бросаются в глаза. И есть еще в самом верху, вот у нас Top Stripe, тоже дисплей реклама, которая тоже всегда видна обязательно, то есть до нее не нужно пролистывать. И эту рекламу включают. И очень часто я сталкиваюсь с такой ошибкой, когда просто берут из статистики осины, которые себя на Sponsored Product хорошо показали, запускают на них дисплей отрабатывают там с акосом 70, например, или 100. Почему такая разница? Если мы видели 20% акос здесь в каруселях, почему же не работает дисплей? Дисплей может быть на 10-15% выше акос, но не в разы. А проблема в том, что мы продаем не всегда из плейсмента product page при продуктовом таргетинге. То есть product page – это вот именно вот эти 3-4 карусели, которые мы видим вверху страницы и внизу возле отзывов, и в самом низу страницы. Они тоже могут быть. В данном случае есть вот тоже спонсоры здесь затесались. И это product page. Но мы видим при таргете на рекламу, очень часто у нас есть продажи из топов search и rest of search. Это не те продажи, то есть у нас на странице конкурента нету ни топов search, ни rest of search. Это люди, которые ушли в поиск с нашего товара и потом уже в поисковой выдаче делают покупки либо клики по нашему товару. И получается, эти продажи никак не связаны с каруселью. И мы можем иметь хороший акос, например, с Top of Search или с Rest of Search при таргетинге на конкуренты, но это абсолютно не гарантирует, а скорее всего гарантирует то, что дисплеи будут работать плохо, потому что мы продаем в случае с этими плейсментами совершенно на других страницах, которые не на этой странице конкурента, и этот осин не годится как пример. Поэтому обязательно перед тем, как запускать дисплей, основываясь на статистике продаж на осины, нужно проверять, из какого плейсмента у вас шли продажи и с каким акосом. Если вы видите, что у вас, например, был хороший акос 20% в топе и в ресте, а не очень удачный 80% с product page, и вместе он был уравновешенный, там 35, к примеру, то это не значит, что этот осин годится для рекламы в спонсор дисплея. Скорее всего, наоборот, не годится. То есть нужно более глубоко анализировать перед тем, как новые типы рекламы запускать. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, по поводу рекламы в формате видео. Насколько сейчас это интересно, насколько это качественно сейчас работает? И мне кажется, это вообще, то есть когда вот я как покупатель листаю ленту и вижу рекламу в видео, то первое, что я делаю, я нажимаю как раз на это видео, потому что все остальное как бы такое себе, мало интересно. Нет? На мой взгляд, видеореклама уже около 2 лет продолжает удерживать первенство как самая дешевая реклама. И на те же ключи, в тех же запросах, если у нас будет ключ работать с акосом 40, то видеореклама прекрасно по этому ключу будет работать с акосом 15 или 20. То есть реклама видео прекрасно конвертирует, но за последний год требования к рекламе, к видеорекламе очень сильно выросли. Если раньше можно было снять какое-то проходное видео или вырезать какой-то кусок из нашего видео, то сейчас это не работает. То есть видео должно быть обязательно качественным, оно должно быть логическим, оно должно все требования Амазона, всем требованиям соответствовать. И должно иметь начало, смысл, логический конец, и обязательно должно содержать в себе субтитры, потому что по статистике 80% покупателей на Амазоне не включают звук в видеорекламе. То есть Амазон дает эти данные, они говорят, что 80% смотрят рекламу без звука. Поэтому либо текст, либо какие-то основные тезисы обязательно в виде титров должны быть продублированы, потому что часто реклама без звука теряет свой смысл, и мы должны наши сильные стороны, наше уникальное торговое предложение донести до клиента с помощью текста. А скажи мне, пожалуйста, на вот странице там в первых 10 условных товаров всегда там одна реклама, одна видеореклама. То есть ее не так много, как вот все остальные. И при этом она... Сейчас уже 2 видеорекламы. Amazon добавил вторую, и плюс Amazon добавил возможность крутить рекламу на страницах конкурентов. Сейчас я попробую показать на экране. Мы видим здесь, что Amazon мешает как видео с отзывов, так и видеорекламу.
в этом ряду. И мы Да, и он можем показывает видеть... здесь related иногда в видео, ну, то есть это Да, то интересно. есть здесь могут быть из отзывов, а может быть видеореклама, показывается от каких брендов, от каких конкурентов. Мы можем увидеть, и есть видеореклама. Плюс на странице поиска тоже внизу добавилось второе место для рекламы, потому что Amazon видит, насколько оно популярно, и всего лишь один продавец на страницу не так можно много заработать, как продавая два места. Вот оно Вот мы видно. видим, по Да, умолчанию она запускается реклама без звука, да. и видим здесь как раз, ну, только вот основные тезисы. Sound detection, нет Мгм. фальшивых тревог. Но мне кажется, этого мало все-таки для видеорекламы. То есть можно, Ну, здесь видишь на да, людей основано. Окей. Мгм. да. И давайте пролистаем, попробуем сейчас увидеть. Мы понимаем, что выдача у всех, у каждого своя на Амазоне, зависит от множества факторов. Ну, мне не показывают вторую Вот видеорекламу, то есть вторую Amazon вторую видеорекламу. недоволен мной как покупателем и не считает, да, что на меня стоит тратить рекламу, рекламные места. То есть я не могу показать второе место, но очень часто встречается, что внизу есть второе видео. Окей. Ну и фактически вот это вот забирает много, мне кажется, продаж из выдачи, да? То есть, Да, конечно. Очень хорошая, очень высокая конверсия и очень дешево получается видеореклама. мгм. Окей. Ну да. Так что делайте, ребята, видеорекламу. Мы когда-то, то есть еще в прошлом году начали делать распаковки. Можем показать. У нас на нашем YouTube-канале есть у нас есть отдельный YouTube-канал, куда мы выкладываем наши распаковки. И, в принципе, это очень, на наш взгляд, интересно, хотя и пока у нас не так много статистики по непосредственным продажам. То есть распаковки мы делаем, анбоксинги, там, когда 1,5-2 минуты, вот, когда мы прям рассказываем про товар, но вот и 30-секундные ролики, в принципе, это тоже... Это как бесплатный дешевый лайфхак, то есть сделать это на Fiverr там, за $100-200 это недорого, но при этом вот обратите внимание, что продажи можно серьезно увеличивать. А скажи, пожалуйста, а как устраивается вот эта вот реклама? То есть это по тем же ключевым запросам или вы сначала из автоматической рекламной кампании выбираете определенное количество продаваемых, ну и так далее, и потом только Ну, в настраиваете первую рекламу? очередь мы запускаем то, что в статистике, да, есть продаваемых, но мы не делаем упор на авторекламу, стараемся, чтобы мануальные компании индивидуально прорабатывали ключи. То есть мы стремимся к тому, чтобы была стратегия одна компания, одна группа реклам, один ключ. И только тогда мы получаем максимум возможного управления. Нельзя считать, что Amazon дает нам полностью управление, мы можем заминусовать плейсменты, то есть даже при Exact компании с одним единственным ключом Amazon может 70-80% трафика сливать без статистики для нас, без возможности заминусовать этот трафик. И есть способы с этим бороться, но Amazon, нужно понимать, всегда ставить лазейку, и если не контролировать, не следить за ним, то для него ничего не стоит, то есть 70-80% трафика сливать для вас без малейшей статистики. Вы не будете видеть, по каким запросам, по каким синам эта реклама уходит, и вы не сможете их минусовать, контролировать только лишь с помощью бедов на уровне плейсментов. Можно от этого избавиться. Но контролировать либо получить статистику невозможно. Поэтому те случаи, когда мы статистику получаем, мы ее можем использовать в построении видеореклам, брендовых реклам, дисплеев. Мгм. Понятно. Ну, у нас сегодня не так много вопросов, на самом деле только один, и, наверное, люди сейчас, к сожалению, мы все находимся в достаточно сложной ситуации, и я знаю, вы очень много делаете для поддержки украинцев. Ты же в Польше живешь, да, сейчас? Да, я живу в Польше 5 лет уже, но сейчас Польша, Украина – это как одна страна. Просто сколько помощи Польша оказывает для Украины, поляки, простые люди, которые приютили у себя миллионы украинцев. То есть, мне кажется, в моменте, наверное, доходило до того, как люди массово начали возвращаться, возможно, там до 5 миллионов украинцев в Польше находилось, и многие жили в семьях, то есть люди принимали кто 5, кто 10 человек к себе домой пускали и жили здесь, помогали спасти в первое время, особенно когда была зима, холодно.
кормили, помогали деньгами устроиться как-то, либо переправить дальше в Западную Европу, и Польша по-прежнему продолжает помогать. Очень много и государственных, и на частном уровне инициатив, когда везут в Украину лекарства, медицинские препараты, аппаратуру медицинскую, вывозят раненых, распределяют по госпиталям, то есть даже в ущерб себе, своему бизнесу, то есть время уходит на волонтерство, я не говорю за украинцев, о поляках, и которые являются для нас примерами, вдохновляют, и часто кажется, что они делают даже больше, чем мы можем сделать, и очень приятно гордиться такими людьми и знать их. И как раз они для нас пример того, что можно не забывать, что всегда у нас есть свободное время, свободные ресурсы, чтобы помочь Украине сделать что-то для украинцев, которые находятся за ее пределами беженцами, либо помочь армии, кто чем может, и всегда нужно находить время, средства для этого. Ну, мы живем в Америке, и мы тоже тут всеми руками за. Я в своем доме принимал украинцев, они тут жили у меня. Вот, и мы тут максимально тоже стараемся, отправляем и деньги, и гуманитарную помощь. И вчера, я не знаю, ты видел новость, Муратов, главный редактор... Да, видел, отдал все деньги на фонд украинцам, 3 продал миллиона, медаль. это просто рекорд, то есть продал свою Нобелевскую медаль за $103,5 миллиона, и это бешеные просто деньги по любым подсчетам, да, вот, и все эти деньги, он сказал, что пойдут в ЮНИСЕФ на поддержку беженцев, ну, в основном женщин и детей, конечно. Вот, Да, новые вызовы, конечно. Раньше всегда как бы Amazon, мы себя считали такими номадами, бродягами, которые выбирают, где работать, под пальмой, либо в кафе, либо в коворкинге. То сейчас ты, если занимаешься волонтерством и большую часть дня проводишь в машине, то ты уже не под пальмами, а с заправок, как бы работаешь, остановился на заправке, поработал и поехал дальше. То есть остановился на заправке, другие адресы появляются. проверил, да, настроил новую рекламную кампанию, закрыл ноутбук, поехал дальше. Ну, я все-таки технически не запускаю компании, то есть у меня стратегия управления и контроль, моя зона ответственности, да. Ага. То есть ты созвонился, раздал всем указания. Раздача слонов, да. Да. Слушай, у нас еще Алена, я думаю, что так как у нас сегодня не так много людей, и я тебя попрошу с ней поговорить. Алена, свяжитесь с Геннадием в Телеграме. И какое количество ключей ставите на видеорекламу? На видеорекламу делаете брод и фрейз в одну компанию или ставите раздельно? Какой первоначальный старт? Смотрите, так как видеореклама у нас одна из самых окупаемых, мы запускаем ее для широты охвата, запускаем по проверенным ключам на Broad. Но нужно помнить, что самое первое, где появилась возможность использовать модификатор широкого соответствия плюс, это полный аналог в рекламе в Google, когда мы добавляем плюс к слову, и тогда наша реклама будет показывать только по запросам покупателей, которые содержат все слово. И можно Broad очень сильно ограничить от нерелевантного трафика. Поэтому рекомендую для того, если вы по проверенным ключам запускать как Broad с модификатором широкого соответствия. Вы получите широкий охват, и при этом у вас не будет мусорного трафика, если вы будете плюсовать нужные вам слова. Если виден сейчас мой экран, вот сейчас у нас спай-камера. Если мы поставим плюс перед камерой, то, получается, будут только запросы клиентов, которые содержат в себе камеру, потому что Amazon по тематике spy может очень много всего показать, не связанного с нашим товаром, и мы получим много нерелевантного трафика. То есть очень многие забывают, что в Broad соответствии есть одна оговорка, которую Amazon допустил, и допустил для того, чтобы сливать огромное количество трафика. То есть Broad показывается по словам, которые содержатся в запросе клиентов и в нашем, сочтёмся в нашем таргете, без учета порядка слов. Но Amazon сделал маленькое добавление, либо на другие релевантные слова связаны. То есть Amazon теоретически может любой запрос связать с тем, что у нас есть. То есть мы показываем спай-камера, а Amazon там покажет нам какой-то спай диктофон, например, и он считает, что запросы связаны, мы не можем этого спорить, и реклама будет показываться. И я часто тоже встречал, когда не чистят такие нерелевантные запросы из Брода, Amazon показывает
все это сильнее, сильнее и сильнее. Я попробую сейчас показать вам хороший пример, я его в курсе использую. То есть что значит, когда мы не чистим нашу рекламу, к чему это приводит. То есть есть, к примеру, я сейчас покажу на экране, пожалуйста, я хочу открыть сначала. Я уже беру на экран. Видно кровать, да, сейчас на экране? Антон, сейчас Да, на экране видно, видна видно кровать. да. То есть это кровать на немецком рынке. Я покажу, как она проиндексирована. То есть здесь не уделяется достаточного внимания рекламе, и получается, достаточно давно продается. Часто этот товар берет бестселлер, они продают когда на 300, когда на 600 тысяч евро в месяц. То есть достаточно ниша денежная, у них получается продавать много, но реклама очень большую часть прибыли здесь съедает. Если мы посмотрим рекламную индексацию, то мы видим, что, посмотрите, вот какие я сделаю крупнее, по каким словам они рекламируются. Это первая позиция. Вот iPhone 11 Gold, iPhone 12 Gold. Потом дальше Panini стикер – это карты, детские карты с футболистами, как бейсбольные карты в Америке и в Европе такие же есть футбольные. Вот причем тут кровать? LG OLED, да, то есть Samsung телевизор, iPhone 11, вот опять эти карточки. То есть Amazon, если мы не ограничиваем его, если мы не управляем с помощью негативов, с помощью ограничений в таргете, с помощью ограничений в использовании слов ключевых, то за несколько лет кровать дошла до того, что она позиционируется вот по таким запросам. И это запросы, по которым в рекламе вот первое, третье место занимают. То есть они по запросам iPhone, телевизор Samsung, монитор LG платят больше всех денег на европейском Амазоне. То есть они больше всех тратят на это. То есть это деньги, десятки тысяч евро, которые утекают в пустоту. И если, вот как ты говоришь, включить авторекламу и раз в неделю заглядывать, очередной раз заглянув, ты увидишь вот такую картину в статистике. Обалдеть. Что они будут... Кровать показывается как iPhone 11. И у них на пике я видел вот 600 тысяч евро продаж. То есть это не значит, они умеют продавать, они умеют позиционироваться органически, у них прекрасная индексация органическая, но рекламой у них занимаются, я говорил с этим продавцом, но я им не продал свои услуги, у них есть фирма, с которой они сотрудничают, и как бы они считают, что они довольны ее результатами. Ну, да. То есть, ладно, если бы у них там сын, например, 13-летний бы занимался бы рекламой в свободное время после школы, но у них вот профессиональное агентство ведет рекламу, как бы ничего. Да, да. Вот с кем приходится работать. Сколько в мире профессионалов. Да, ну, я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Алена, вы как единственный сегодня наш комментатор, пожалуйста, свяжитесь с Геннадием, напишите ему в Телеграме, он с удовольствием с вами поговорит, поможет. Мы не гарантируем, что он возьмет вас на обслуживание, на рекламную кампанию, но все равно поговорить и обсудить, чем он может вам помочь, всегда будем рады. В любом случае, да, аудит, либо советы по рекламе, как настроить в рамках часовой консультации, что я смогу сделать, я подскажу. И подарок достаточно ценный, потому что минимальная цена консультации такой 150 евро. Я думаю, что смогу достаточно пользы за этот час принести для вашего аккаунта. Да, тем более, как мы видим, я так понимаю, вы только запускаете свой первый товар, у вас все еще впереди, и я думаю, что вам будет это полезно знать. Мы всегда готовы будем вам помочь, если хотите. Я вам напишу также ссылочку на заявку для бесплатного анализа вашего товара. Мы сейчас также тестируем систему выкупов и продвижения по ключам. Очень интересные результаты. Можно
фактически любой товар, ну, зависит от бюджета, вытащить на первую страницу и посмотреть, насколько он будет цепляться за органику, насколько у него хорошие фотки объективно, а не субъективно по нашему мнению. Мы всегда привыкли считать, что наши фотки самые лучшие, что у нас самый лучший листинг, но на самом деле, как вот Гена сейчас показал, рекламу PPC, мы можем думать бесконечно долго, а индексироваться по iPhone 11, хотя продаем кровати. Поэтому я думаю, что этот выпуск был полезен всем, хоть нас смотрело не так много людей. Понятно, что где сейчас все основные наши зрители. Мы переживаем, мы помогаем, мы стараемся держать контакт. Всегда будем рады вам помочь. И, Гена, твою завершающую речь, не последнюю, завершающую. Спасибо большое еще раз за приглашение. Думаю, еще встретимся, и очень много тем интересных на Амазоне, которые сможем обсудить. Да, будьте успешными, всегда будьте с нами на связи, мы всегда готовы будем вам помочь. Ну и всем спасибо, всем пока. Это был Edu Show. Не могу сейчас ручаться за частоту выхода подобных выпусков, но мы будем стараться. И подписывайтесь на наши каналы, на все Facebook и YouTube каналы, и будем с вами на связи. Всем спасибо, всем пока. Гена, спасибо тебе. Спасибо тоже. Да, пока. Пока.